Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я главный специалист компании Mediu. Наша компания занимается организацией медицинского туризма в Корее. Для наших гостей мы не просто подбираем клинику, мы находим лучшего врача по индивидуальному запросу. Кроме организации лечения и обследования, мы также работаем с клиниками пластической хирургии и косметологии. Недавно к нам через Instagram обратились представители косметологической клиники The Plan, которая специализируется на процедурах анти-эйджинг, то есть антивозрастных процедурах. Особенно они преуспели в проведении такой серьезной процедуры, как смаз-лифтинг. Сегодня для вас мы подготовили видеообзор клиники The Plan и интервью с ее главным врачом, также основателем клиники, кандидатом медицинских наук, доктором Пак Чун Хёng. Надо отметить, что нечасто пластический хирург имеет кандидатскую степень. И в этом отношении доктор Пак Чун Хёng имеет очень серьезную научную подготовку, что уже отличает клинику The Plan от других клиник. Итак, представляю вам интервью с пластическим хирургом доктором Пак Чун Хёng. Здравствуйте, меня зовут Пак Чун Хёng. Я представитель клиники пластической хирургии The Plan. Наша клиника специализируется в основном на подтяжке лица, смаз-лифтинге. Используя все свое мастерство и разнообразное оборудование, наша клиника прилагает все свои усилия для того, чтобы предоставить высококлассный сервис и вернуть нашим пациентам молодость и естественную красоту. Прежде всего, я сам лично люблю планировать и люблю, когда все идет по плану. И думаю, что и сами клиенты, когда делают операции, тоже планируют, где они хотят провести операцию, какой результат они ожидают, составляют себе план перед операцией. И чтобы исполнить их надежды, наша клиника составляет план и предоставляет добросовестный сервис. Вот такой смысл мы постарались вложить в название клиники. Кроме того, начальная буква «П» в слове «план» звучит, мне кажется, красиво, и чтобы подчеркнуть важность точного плана, мы назвали клинику The Plan. В основном я специализируюсь на операциях по лицевому лифтингу. Конечно, такие операции требуют высокой компетенции, и чтобы результат операции был наилучшим, нужно уделить много внимания и времени. И поэтому в нашей клинике проводится максимум 2 операции в неделю по фейслифтингу. То есть примерно раз в 3-4 дня к нам приходят пациенты для проведения фейслифтинга. Ну и, конечно, также мы проводим такие операции, как операции по изменению формы носа, груди и глаз. Больше всего в нашу клинику приезжают женщин и девушек из Японии. Вообще надо сказать, что в последнее время даже у молодых девушек пропал страх перед смаз-лифтингом, потому что многие девушки делают операции на нижней челюсти. Ну и, конечно же, кроме того, с возрастом происходит естественный процесс потери четкости овала лица. Поэтому у многих женщин в Корее появляется интерес к данной операции и исчезает страх перед смаз-лифтингом. Ну и вообще очень много не только кореянок делает смаз-лифтинг, но также приезжают из Японии, Таиланда, из России, чтобы провести эту операцию. Но особенно много пациентов из Японии. Прежде всего надо отметить, что в нашей клинике работает профессиональный анестезиолог. Вообще данная операция может проводиться и под седативным наркозом. Однако, если пациент пожелает, то чтобы уменьшить страх перед операцией, мы можем предложить общий наркоз. Именно для этого у нас в клинике есть анестезиолог. Кроме того, комнаты, в которых пациент находится после операции, все одноместные, для большего удобства, чтобы пациентам было комфортно, чтобы можно было спокойно восстановиться после операции. Безусловно, я советую провести фейслифтинг.
Большинство опасений касательно операции – это беспокойство о том, что это очень серьезная операция, что могут остаться шрамы, да. Конечно, старые техники, которые применялись раньше, действительно могли оставить шрамы, но сейчас используются другие техники, которые позволяют скрыть или оставить незаметными следы проведения операции. Это когда разрез проводится по линии роста волос, по линии уха, когда учитываются индивидуальные особенности лица, и поэтому остаются минимальные следы от проведенной операции. Кроме того, есть разные процедуры, позволяющие предупредить или вылечить уже появившиеся шрамы, если таковые все же будут. Поэтому, если есть сомнения, если есть страх перед операцией, можно посетить клинику, проконсультироваться с врачом, посмотреть фотографии пациентов до и после операции или пациентов, которые проходят перед восстановлением. И тогда страх перед операцией может пройти. Удовлетворенность от проведенной операции обычно высокая, точно так же, как после операции по блефаропластике или изменению формы носа, потому что сразу виден эффект, сразу виден результат операции. В последнее время российские женщины часто делают операции по изменению формы носа, предпочитая делать небольшой, тонкий, высокий нос. Поэтому можно предложить операции по изменению формы носа. Если говорить о процедурах антиэйджинга, то здесь существуют не только процедуры по фейслифтингу. Это может быть и блефаропластика или пофилинг. Многие иностранные клиентки приезжают в Корею впервые и часто на недолгий срок. В таких случаях можно выбрать процедуры или операции с недолгим восстановительным периодом. Существуют разные процедуры и оборудование. Приходите к нам на консультацию, и мы поможем выбрать процедуру или операцию, которая подойдет именно вам и которую можно провести во время вашего пребывания в Корее. Хотелось бы отметить, что в клинике The Plan уделяют особое внимание деталям, которые помогают их клиентам быстрее восстанавливаться после различных процедур. Например, после процедуры фейслифтинга сколько угодно и когда угодно можно пользоваться LED-лампой. Это специальная лампа, которая позволяет быстрее коже регенерироваться, и отек быстрее спадает, если часто использовать именно данную лампу. Другой деталью, например, является специальное кресло для мытья головы. Дело в том, что после процедуры фейслифтинга, например, в течение некоторого времени невозможно мыть голову самой, потому что нельзя наклоняться. Или, может быть, была проведена процедура эндоскопической подтяжки лба, и в таком случае были наложены швы. И тогда, тем более, конечно же, нельзя эти швы мочить. Так вот, в клинике The Plan предусмотрено и это. Просто в любое время подойдите и скажите, что вам некомфортно, и вы бы хотели получить процедуру по мытью головы. И для вас это сделают. Кстати, к слову сказать, в клинике используют косметику очень хорошей фирмы Aesop. Вроде бы малость, но очень приятно. Это показывает, насколько клиника заботится о комфорте своих пациентов. Это все, что мы узнали о клинике The Plan и докторе Пак Чон Йонг. Если вам было интересно, ставьте лайк и оставьте в комментариях свои вопросы, которые вы бы хотели задать корейским врачам. Подписывайтесь на канал Медию. Впереди будет много интересных встреч с корейскими врачами. Если вы хотите оставить заявку на консультацию, зайдите к нам на сайт. Ссылка есть в описании.